Ребята, всем привет! Возвращаюсь после довольно-таки большой паузы, и сегодня я покажу вам работы двух проектов. Первый из них — это группа Удмурт. Это проект одного человека из Мурманской области. Альбом называется The Horrors Untold, то есть можно перевести как «Несказанные ужасы». Таких групп, как ни странно, с таким названием оказалось 4, если верить Metal Archive. 2 из них из Украины, и 2 из России. Мне вот это слово было не знакомо, я решил копнуть, узнать, что же это обозначает. И оказалась довольно интересная вещь. Это слово из скандинавских языков означает название злобного призрака, умерших, брошенных замерзать младенцев. Надо понимать, что раз такое название появилось в мистической, какой-то мифологической картине Древней Скандинавии, то оно возникло не просто так. И получается, что такая вот традиция умерщвления больных или незаконно рожденных, каких-то нежеланных детей таким вот образом была достаточно распространенной. На обложке, кстати, очень классная, выполненный в черно-синем белом цвете, изображен заметаемый кругой какой-то небольшой город, и на заднем плане огромный великан с горящими глазами подкрадывается к этому городишке. Ну, чувствуется, что ничего хорошего не жди. В музыкальном плане это атмосферный black metal, достаточно хорошо записанный, с холодной мрачной атмосферой, которая нагнетается такими потусторонними на втором плане клавишными и интересными диссонантными, как мне показалось, гитарными такими ходами. В плане темпа надо признать, что в основном это среднетемповый альбом, хотя, конечно, достаточно нечастые ускорения тоже присутствуют. Чего мне немножко не хватило, так это запоминающихся каких-то ярких мелодий. Хотя, возможно, для создания музыки с такой вот морозной атмосферой этого и не требуется. В общем, отличный альбом для любителей атмосферик блэка. Приглашаю к тому, чтобы его приобрести и прослушать. Следующий альбом, который мы посмотрим, это альбом 2020 года группы Etir Anduin, Pathway to Eternity, The Agony. То есть это путь в вечность, агония. Обложка узнаваемая, исполненная Владимиром Прокофьевым. Кстати, все 3 альбома, которые мы сегодня рассмотрим, были оформлены именно им, он сейчас очень востребован. Этот проект из города Тихвин Ленинградской области. Обычно это one-man band, но в этот раз основному автору помогала еще вокалистка под псевдонимом Люка. Кстати, если уж мы заговорили о вокале, то сразу скажу, что вокал здесь на альбоме очень разнообразный. Конечно, в основном это скрим, который мне местами напоминал Сабину Клясс, небезызвестную. Но также здесь много всяких других вариаций, шепоты, какие-то крики, и чистый вокал в том числе есть. В общем, если это все исполнила она, то достаточно разнообразная работа, 5 с плюсом. Перед тем, как вообще о музыке говорить, надо обратиться к концепции альбома, которая построена на абсурдистском произведение Александра Введенского, кстати, на стихах которого и вообще на его произведениях, в том числе очень много альбомов Леонида Федорова и группы Аукцион в том числе построено. Музыкально альбом очень разнообразный. Основой является все-таки black metal, но здесь есть различные элементы, микс металлических стилей, и дэтовые, и думовые какие-то вкрапления. Все это основано на разнообразной гитарной работе, которая выше всяких похвал. По качеству записи никаких нареканий нет. И вот все это наслоение, все эти музыкальные ходы, все эти переплетающиеся мелодии, соло позволяют мне назвать эту работу, скорее всего, или прогрессив, или авангард black metal, или прогрессив экстрим metal, как-то вот так. То есть работа отличная, очень интересная для тех, кто любит слушать вдумчиво. Ну и еще один альбом той же группы, Etir Anduin. На сей раз это альбом 2018 года Loneliness of My Life,
что можно перевести как «одиночество моей жизни». И вот, видимо, вот так оно в понимании автора выглядит, это одиночество. Этот альбом стилистически примерно в том же духе выдержан, как и альбом 2020 года, только что просмотренный. Но в плане темпов здесь преобладают средние и медленные темпы, как мне показалось, поэтому я бы это назвал атмосферик Black Doom. Еще одной особенностью альбома является то, что он полностью инструментальный, если не считать цитирование стихотворения Бодлера в первой песне. Из общей картины альбома мне больше всех понравилось, и я бы выделил 6-ю композицию, в которой на фоне такого крутого рифа прозвучало гитарное соло в духе Макинтоша с Paradise Lost. В общем, музыка классная, тяжелая, не лишенная драматичности и эпичности и своей своеобразной мелодики. Но единственное, вот запись на этом альбоме мне показалась несколько рисковатой, такой, как бы для меня слишком звонкой. Поэтому к концу альбома я несколько утомился. Хотя, может быть, я просто уже в этот день переслушал всякого металла. Очень классный проект, и прослушиванием вот этих 2 альбомов я не ограничусь. Обязательно добуду себе и остальные альбомы этого автора и буду продолжать знакомиться с ним дальше, чего и вам желаю. На сегодняшний день у меня все. Увидимся в следующем обзоре. Мир вашему дому.